Приветствую тебя, путник ютубовских просторов. Давай продолжим исследовать данную игру. Пока что увлекательно на самом деле. Да, Wait, that room wasn't there before, I don't think. и даже сохранился дух темного фэнтези. Хотя были такие опасения насчет его присутствия после трейлеров, да? Там за кадром способности назначила, вещички поменяла. Короче, такие неинтересные руинные дела. Комната для медитации. Фига себе. Nev or Harding must have put Подводный my pack мир. here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. О жизни в маяке. Давайте сразу читаем. Этот древний полевой дневник испещрен филигранными рунами из завесного огня. И хотя для его написания использовался шифр, взглянув на него, можно увидеть фрагменты позаимствованной памяти. Напуганные беженцы, солдаты, шпионы, ученые перенеслись в маяк из библиотек и лечебниц. Садоводы сажают давно исчезнувшие травы, которые вырастают, собираются и увядают в мгновение ока. Из окна доносится резкий запах перегоняемого лекарства, и яд для врага стекает в сосуд. Военный совет спорит до поздней ночи, не без стеснения поются запрещенные песни, в которых имена Иванурисов заменены грязными ругательствами. И, наконец, бурное обсуждение за стеклом, сквозь которое видно лишь быстрое движение теней. Спор заканчивается молчаливым, но явно читающимся укором. «Ты их сюда позвал, ты их и корми». Хорошие текста. Мне нравится. Подводный мир. О, божечки. Все, я готова ставить этой игре 10 из 10. Ну, рыбки, конечно, сратенькие. Ну, блин, это просто мечта. Знаете, всегда прям истекаю слюной на эти фотографии подводных отелей, где вот вид, ну, и вид из окна вот такой вот. Блин, сразу хотела в Сабнавтику вернуться. Вот бы там еще какая-нибудь огромная рыбина на фоне проплывала. Какой-нибудь, знаете, наподобие этого как морского дьявола, да, который с приманкой на уровне своей морды заманивает, короче, мелких рыбешек, чтобы они подплывали на приманку, а потом сразу хавает. Ой, кайф. Все, я готова здесь остаться. Это место моей мечты. Блин, надо в Сабнавтику поиграть. Так, распаковать. Зеркало для бритья Варрика в моей комнате. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. При выборе одного из них диалог завершится. О гендере. О, господи, нет. Ну, в плане... Ну, я очень далека о рассуждениях на эту тему, так что давайте опустим. А шрамов у нас, кстати, нет. Ну, давайте лучше о шрамах поглядим, поразмышляем. Эти шрамы так сексуальны. Да, давайте с юмором. Honestly, my scars look pretty good. They add character. And you should see the other guy. Так, неварскую руну. Baron Уровень. Van Markham. You wanted the undead to rule Navarra, but you forgot about the Morn Watch. Then after I put you down, the Morn Watch sent me away with Varric to stop the noble families from complaining. Ну да, это как раз касается нашей предыстории.
наверное, это справедливо. The Moonwatch protects the world from dangers outside the realms of the living, which I did. But I guess that includes dealing with the consequences. Шахматный набор. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. Мы слишком зациклены на войне. Дворяне смотрят на мир как на шахматную доску. Ну, кстати, да, согласна, слишком зациклены на войне. Ну вот в рамках их мира, конечно, оправдано, потому что у них чуть ли не каждое десятилетие случается какая-то жопа. Но совсем другое дело, когда именно касается войн, начавшихся из-за там деления территорий или ресурсов. We fight each other. We oppress the elves. We're at war with the Antarm. If our rulers keep treating everything like a war game, the only marks we leave on the world will be scorch marks. Глубоко, разработчики уважаемые. Ну, для кого-то, наверное, таковым оно не кажется. Но мне понравилось. Слушайте, данная отрасль. Расположитесь в своей комнате. А где еще? Что еще? А вот. The tools every professional scoundrel needs when learning the trade. I spent as much time picking locks and mixing potions as I did training with blades or a bow. Ну да, тем не менее, ты взламываешь сундуки пинком. Толку-то от этого. Училась я не очень прилично. Ну, на самом деле, думаю, это было интересное время. That precision, every reagent measured perfectly. The feel of the lock opening. It all just felt right. Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or... Oh, relaxing. Maybe if I clear my mind... Блин, мне очень понравился этот момент с этими комнатами, щичками. И так и персонаж раскрывается. Вот действительно, на удивление, в этой части прям они сделали персонажа живым. Ну, в диалогах прослеживается какая-то вот эмоции, уверенность, харизма персонажа, да, вот в ответах тоже прям очень нравится. Тебе настолько не терпится помедитировать, или ты так стараешься, подготавливаешься к расслаблению? Вот, и вот такие диалоги с вещичками, вот она, по сути, сама с собой разговаривает, но там часть истории, да, раскрывается. Блин, очень клево, нравится. Этого не хватало в прошлых частях. Чувствуется, что у персонажа есть прошлое до. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Тебе очень нравится, да, эта формулировка? Ваши словесные уколы. Ну да, это было очень хорошее дело, качественное. Злорадствуешь. Да, я помню. Depending on the story. And what story shall we tell now? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Ты знаешь, я умею драться. То вообще я его не возглавляю.
I'm not in charge of everyone. I'm just leading my little team until Varric is back on his feet. I understand your fear. Declare yourself the leader, and others may think you power-hungry, no better than those you oppose. I didn't say I was afraid. In the Mornwatch, I had to deal with undead nobles threatening all of Navarra with civil war. Our squad was overwhelmed, and we were supposed to retreat. But you attacked instead, defeated the nobles, and prevented a war. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know I'm not interested in a fancy title. But when something needs doing, I do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Так, вопросики прежде всего. Еще больше скверно. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. Так, во всем виновата эльфа, да, получается? Так, она не покинула тень. The Blight didn't escape with the gods? Elganan and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at the village, that's them not at full strength? Correct. Да, звучит хорошо, воодушевляюще, я бы сказала. Зачем, собственно, им осквернять мир? I don't understand. Elganon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for opposing them. Есть идеи, как нам их остановить? What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted, murderous monsters. Agreed. Elganan and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganan and Gillenane. Так, ну... Спасибо. Ну хотя нет, ладно, давайте. Звучит весело. You want me to pick fights with tyrants and bullies? Sounds fun. I gave no orders. All I offer are suggestions. I'm on it. What else? The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened.
Его эти слова очень утешат после потери Бьянки, конечно. Ну, примет внешнего вида для вашего гардероба. Соверите с Вариком. А, гардероб теперь тут. Что за новые предметы? Так вроде нет же новых. Ну, то есть вот это есть, но оно было. Вот эти прибавились, но они беспонтовые. Вот это прибавилось. Да, но мне она не очень нравится. Так, давайте. Может негативно сказаться на воспроизведении ролика, который помогает использованию повседневной пожить. Чё? Окей, хорошо. Ладно. А, вот еще тут что-то можно завести. Режим оформления. Здесь. Смена обстановки. О, фига себе. А, можно переместить эти вещички. Да не, меня устраивает то, как оно тут лежит. Пока что, по крайней мере. Ах, спасибо за этот вид игры. Блин, я бы хотела себе такой кабинет. Чем меня тянет в сторону? Здесь Варик обнимался. Как дела, Варик? So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. Ну, вообще я не жажду на твое место. I didn't come in here trying to take your job, Varric. I know you didn't. But it's what the team needs right now. You sure? Harding got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You stopped an entire undead rebellion with less than a dozen Mourn Watchers. Just needed a bolder approach than Watchers usually take. And no one else knew it. Only you figured it out. Ticked off a bunch of snooty Navarrans, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. Да, On как the нам best day of his запустил life, Solus своими wouldn't see сладкими you речами. coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Давай сразу поговорим. Так, насчет ранения Хардинг. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Harding got hurt because of it. А, You это made об a этом decision with разговор. the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Насчет соуса давай ритуала поговорим. Did Nev tell you about me talking to Solus and the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Ну, его помощь нам нужна. Это бесспорно. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental.
He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Кстати, да. Так, ну, насчет той деревни, которую мы видели. Demeter's Crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You left him to fend for himself. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. А, так в этой игре у Варика будет вот такая вот роль, да? Нашего личного I'll психолога. let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Обязательно. Thanks, Varric. Anytime. Эх, у Варика такие вайбы прям, знаете, отцовские, я бы даже сказала. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Ну, постараемся, Варик. Ты давай восстанавливайся. Навестите Нев. А я так понимаю, имеет смысл бегать до спутников только когда это непосредственно у нас по квесту происходит, да? То есть не будет рандомных разговоров. Как, допустим, у нас там в Origins посиделки в лагере были. Да? Ну давайте сбегаем. Здесь Хартинг же должна быть. А, нет, можно все-таки говорить. Toldar is a tunal. Vedun gar velos atredum. But velos atredum is nothing like Isatunal. Isatunal. I remember. After you touched the dagger, the prayer, the proclamation, Isatunal. What exactly are you proclaiming? They don't remember. No one remembers. We don't even know what we lost. Флирт тут, конечно, да. Блин, я не хочу, честно говоря, пока набивать никакие клини никому. Я не вовремя. You're busy. I shouldn't interrupt. No, wait, sorry. Please stay. We can talk. About the stone. About Isatunal. Maybe explaining it to someone else will help get my thoughts in order. So what is it? What does it mean? Isatunal is an affirmation, a statement of existence, of being. It means I am here. But no, not I. I is singular, but it isn't. We either. We is multiple, but also separate. What? Isatunal is the eternal hymn that encompasses all time, all spaces. I am, we are, this and that, here, there, now, and forever. Ну, я надеюсь, что ты сама понимаешь, что ты говоришь, так что если это тебя вдохновляет, то пожалуйста. What's important is that you're happy. Да, Happy? я о том же. Happy's not it. Whole. Right, maybe. I'm certain Isatunal describes how we, the dwarves, once were. But none of the books say anything about it. None of the histories are right. If we forgot something so important, what else did we forget? I don't know. I'm sorry. I don't expect you to have an answer. Thanks for letting me babble, by the way. Anytime. That's what I'm here for.
Ну окей, с Хардинг у нас в целом отношения складываются. И просто так с ним не подойдешь поговорить, да? А тебе нормально вот в этом запустении сидеть? Мы же должны, наверное, будем как-нибудь преобразить эту обитель, нет? Раз уж мы в своей комнате можем декор оформлять. Так, кто тут сидит? По-любому кто-то же должен. Мастерская. И тут никого нет. Удивительно. Список вещей для переезда. Очень важно не забыть. 6 комплектов одежды, 2, 3, 4 жезла настройки, коллекция циклов рассказов С.Т. Винтера, набор приправ острые, 14 банок. О, мой человек, тоже люблю острую пищу. Набор приправ гноми 8 банок, набор приправ человеческие 2 банки. 2 сковороды, большая и очень большая. Хороший набор кастрюль. Бурдюк большой, бурдюк средний, вода, возможно. В смысле возможно? Вода нужна всегда. Чистое одеяло, мыло личное, мыло для уборки, мыло для одежды. Мягкая подушка для спины, жесткая подушка для боков. Это прям человек, который любит себя кучей подушек обложить. Дневник для работы, личный, дополнительный дневник рабочий и еще один личный. Фига ты. Любишь записи вести. Период для письма, как минимум 3, чернила, плюшевая гала маленькая. Ой. Примечание. Ирелин предложила помочь с упаковкой вещей. Не знаю почему. Возможно, она все еще неловко себя чувствует после расставания. Любовные драмы тут у людей происходили. Для какой? Пока с этим никак не повзаимодействуешь, да? Мне показалось, что тут потемнело. Тут статуя никак не починилась. Нет, не починилась. Так, а где у нас Белара сейчас сидит? Она же по-любому где-то должна быть. Мастерская. Улучшение. Дубликат, да? Угу. Памятные вещи по всему Тедусу было, чтобы улучшать с мастерскую смотрителя. Угу. Так, исцеление, целительский пояс. А тут не показывает, на ком она? На мне? Это вот мое снаряжение, да, получается? И что я могу? Как я могу улучшить? Вот для чего, да, эти моменты. Так, ну погодите-ка. Я даже не знаю, что улучшать на самом деле. 21 к урону способности. Будет 24, да? Так, а тут... Что-то как-то... вот эти характеристики, да? Плюс 1. Давайте повысим вот это. Так, а что по спутникам я могу улучшить? И давайте, наверное. Хотя он зеленый. Интересно, тут по классификации то, что серые это фигня, зеленые чуть лучше фигни, фиолетовые уже хорошо, допустим. Золотые самые офигенные. Это такая классификация вещей, наверное. Но ошеломление, физический урон. Давайте и повысим. Хардинг. На ей, кстати, можно. Ну, окей, хорошо. Чуть-чуть прокачались, уже неплохо. Так, где-то же должна быть Белара, нет? Вот она. Я ее не нашла, просто получается. Давайте по-быстрому сбегаем. Чуть не нажала выход из игры, кстати. Так, Shift.
Ты типа тут? Да, она тут. Oh, Rook! Hello! I've never seen an alluvium like this before. Not intact, anyways. Но он примечательный. Fascinating. Так, а как успехи? Wait, if the magic is feeding back into itself... This thing's self-stabilizing! Sorry, didn't mean to yell. Soon as Illyrium cures, I should be able to fix this. Not entirely sure what will happen when I do, but I can see the flaw in the resonance, so whatever it's supposed to do, it's not currently doing. Sorry, Rook. I'm just in the middle of some calibrations. Все, хорошо, понял. Пошла до Неф тогда. Любопытно. Я думала, мы прям, катсценочный диалог увидим. Но, видимо, после того, как она сможет починить. Миленький висп. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Balara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan crows. You want to fight gods with assassins? Not just any отличная assassin. идея. Their most feared mage killer, the Не знаю demon of такого. Virantium. Я знаю замечательного антивадского ворона. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. As soon as possible. I hadn't planned to dawdle. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority. Won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Не, это все просто потрясающе, но, знаете, у меня есть на примете один антиванский ворон и один, персонаж, который с радостью будет сражаться против магов, тем более против забытых магов. Знаете, такой с седыми волосами, с лириумными отметками. А ворон такой с примечательной татуировкой на лице, весь такой, Он, кстати, бывший ворон, он теперь, за правое дело, и мы уже много раз контактировали, в том числе Инквизиции, Хоук. Так что, он доверенное лицо. Вот давай, Неф, давай найди мне их, пожалуйста. Так. Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the Shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. Но я думаю, твоим друзьям можно доверять. These people sound great. I mean, if they're anything like you. No one's as good as they seem, but they try. So, we talk to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either, if Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Блин. И тут в конце у наших персонажей какая-то походка немного мужиковатая. Но это, это печаль всех игр серии. Couldn't be one god, it had to be three.
Согласна. Лучше бы одним ограничились. А, прям здесь метка? Или да, она просто нас ведет туда. А тут ничего не добавилось? Да вроде ничего. Ладно. Эх. Так, а где остальные спутники, интересно, размещаться будут? Хотя вот есть какой-то мостик не построен. Вон туда, как минимум, одна ведет тропа. Тут в целом довольно большая, наверное, площадь. Много комнат должно быть. Так, ну, Вилара, снова привет. Я ее все хочу назвать это, Виланой, персонажем, вроде бы из дополнения к Origins. Almost there. I just have to. Shit! Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. Так, переглядываемся с Неф. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us. Freedom of ways. I wonder... Наверное, речь о перекрестке, на котором мы бывали в ходе Инквизиции. Что интересного-то? If you have an idea what that place is, Bellara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, Ух ты. and it is not. Who are you? And how did you get here? The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey Клык волка. through there. I Это will типа про wait. связь с Солосом? Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Ну, осторожность точно нам не помешает. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Alluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Я готова. Можем сразу и отправиться. Так, лор. Заметки о магическом глушителе. Первые заметки о работе глушителя. Глушитель создает резонанс, противоположный резонансу тени, поэтому здесь можно жить. Еще никого не разорвало на части, насколько мне известно. Но встречный резонанс, который создает глушитель, настроен конкретно под эту часть тени. Чем сильнее удаляешься отсюда, тем менее эффективен глушитель. Существует теория, что у каждого мага есть свой уникальный резонанс. Каждый немного по-разному соприкасается с магией. Можно ли в теории настроить глушитель на резонанс человека? Сделать так, чтобы он не мог использовать магию? Выявить резонанс какого-либо конкретного человека сложно. Для этого понадобилось бы образцы его магии. Нужен третий том собрания сочинений Харрис. Спрошу у профессора, нет ли этой книги у него. Блин, кстати, ну, было бы неплохо иметь такой глушитель. А почему меня ведет туда? Снять метку. Если у меня квест на перекресток.
Давайте сразу отправимся. Чё тянуть-то? Угу. Давайте заменим. Ну, наверное, Неф все-таки и Белара. Да. Ну, просто Белара, наверное, будет за артефакты нам пояснять. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. О, да, родненький. Ну, ты выглядишь иначе. Изменился, скажем так, за лето. А, это прям каждый этот... Стилизация под каждое место, куда она ведет. Кайф. Ты будешь нас сопровождать? Can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evenur's hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Так, они пытаются сюда пробиться, но ожидаемо. Блин, эта маска, конечно. Вот с этого ракурса прям какие-то японские мотивы самурайские, знаете? Да что ж такое? Опять так нажимаю. А тут будет лут? Так, пока что закрытый путь. По этой стороне лесенки что такое? Собрать свой отряд, да? Light, roots and magical seals. What's through there? Так, а это я прямо сейчас могу выполнить или... Источник скверны. А, 3 источника скверны на перекрестке, да? Если команда хочет раскрыть его тайм, придется как-то от нее избавиться. Угу. Но это, видимо, позднее. Жутенько, конечно, жутенько. Чё тут? Can't travel this way. The gods are trying to slow us down, which means we can do some real good here. Мириады зеркал. Это нечто невероятное. Обычные иллювионы Джуна работают благодаря парным фрагментам Лириума. Один всегда ведет к другому. Но Солос как-то уговорил Перекресток создать теневые иллювионы, которые могут соединиться с любыми из них. Его собственная сеть для нашего восстания. Главное не обращать внимания на россказни о том, что нельзя держать зеркала напротив друг друга, иначе навсегда окажешься в плену их отражения. Уяснили, записали. Бля, какие маски на полу. А ты не засчитаешь это как за еще одно местечко оскорененное? Нет? Ну, видимо, нет. Так, и сюда, видимо, позднее мы сможем пройти. Так, спокойно. Тут можно свалиться, по-моему, на раз-два.
кактусы. Может, это, кстати, приведет в ту самую. Но хотя там грифон сидит. Есть у меня подозрение, к чему ведет та дорожка. Here, this dock seems sturdy. So you can ferry us to the other islands. Winds await, dweller. I'll take that as a yes. Давай, перемещаемся. The deeper О, вот эти currents. статуи, которые стояли на входе в этот, как его город назывался во второй части. Забыла название. Ну, не прям такие, конечно, но очень похожие. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Ancient кстати- defenders aren't very discerning. Это, кстати, такая явная отсылка на Харона, кстати. То есть вот такой вот персонаж на лодке перенаправляет нас в место, где куча духов. Не знаю, зачем я пикнула. Но это, кстати, удобно. Близко. А это точно, ну, как бы, ваша фраза? Или вы все еще думаете, что живы? Вы из таких духов, вероятно, да? The Fade Tear. That's where they're breaking through. The gods are breaching the fate itself, and just for us. Your death is good one. А нам совсем не надо драться, да, я так понимаю? Или можно вот на вот этих чуваков сосредоточиться? Видимо, со всеми. Watch behind you. Так, где еще был чувак? Противный. Ну да, видимо, со всеми. Let's finish this. Great job, Rook. Потихоньку учим Still комбинации. standing, всякие. not bad. Так, и ходим по уголкам. Так, ну вот еще одна. Это она, видимо, будет первой, да? These roots may be unbound, dweller. Seek out what holds it closed. Понял, принял. What's this? It looks like an entryway. What's going on here? Is that spirit a prisoner? Так, ну You're ладно. awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's Ага. like all she sees is another ancient elf. One of Solus's agents? This is a memory. We're seeing Solus's past. Так, ну звучит интересно, Ah, слушайте. freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Конечно, не по плану, но... Blight. Be careful. Is it real blight or just a memory? Ранить может, значит настоящее. Блин, все в тех порослях. These are more than just memories. Fight!
Ой-ой-ой. So Gillenane was experimenting with blight and darkspawn. The blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Угу. Это, понимаю, мы прямо здесь найдем, да, способ избавиться от этих ветвей. А что тут? В этом закутке? Мать Гал к силе смотрителя. О, фига себе. Тут и такие коллектаблс есть. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. Это Солос. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Солос с волосами, вау. Rattled. He was spooked. By the blight, I mean. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Угу. Ты чем-нибудь поднять, нет? То есть тут ничего? Серьезно? Подозрительно. Может, потом? Атмосферка такая прикольненькая на самом деле. И я прям, ну, я, наверное, мало говорю для человека, который снимает прохождение на YouTube, но я что-то так погружена. Безделушка Хардинг. Гномий ключ. Ну да, там есть в инвентаре слот для каждого персонажа под безделушку. Так, я тут все-таки упустила, да, видимо? Да. Ну, точнее, я просто не увидела. Да, успокойся ты. Time to go. Free and faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. Так она все-таки разговаривает в наших воспоминаниях, или это прям, ну, текущая Геланай? Скорее всего, в воспоминаниях. We've got company. Да, блин. Я восстанавливаюсь. Жестко добила. Непонятные существа есть на самом Think деле. of the darkspawn we face compared to these. What if... Maybe the darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Блин, все-таки, да, вот новые игры прям жестко поглощают внимание. Here, the blessing you deny. Wolf, help me! Damn! Gillenane got her. А чем мы так переживаем на эту тему? I'm burning up!
Look out! Да, что ж такое? Так, ты. Жестко провели добивание откуда-то снизу. А чё так мало урона? Ну, ладно. Я, кажется, попривыкла к темпу боёв, и я уже не испытываю такого дискомфорта. Движение иногда все-таки рваное, это все еще режет взгляд. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who were the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Кого-то зашкаливает числа. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. У нее бронька классная, кстати. А есть лекарство? Давайте попробуем пикнуть вариант. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. I'm sure he sees some greater good. The people in his way to get there, not as much. This fragment might tell us more. Это подозрительный закуток. Ну, скажем так, Солусу тоже не чуждо ЧСВ. Статуэтка волка. Ну, такой мини-квестик, прикольненько. Кстати, надо посмотреть, сколько серий идет. И, возможно, приостановиться, раз уж мы тут так полноценно квестик выполнили. Сейчас только вернемся к месту. Так, а где мы? Где завтра? Ой. Там. Поднимись. Какие-то внезапные враги налетели. Чел остался внизу. Это плохо для тебя закончится. Кстати, это же форма винотой. Что они здесь делают? Так, погодите-ка. Где я? Ну, то есть с лабораториями я выполнила квест. Охвачены скверны корни. Магические артефакты дают команду возможность узнать больше об истории древних эльфов и их секретах. Так, 4 статуэтки волка, да? Еще 3, получается, надо. Убийцу магов. Ну, окей. Так, ну да, я предлагаю на этом моменте приостановиться и продолжить изучать перекресток уже в следующей серии. Я надеюсь, тебе было интересно. Меня прям что-то прям захватывает. Я вот сколько села уже, по-моему, 5 или 6 часов тут сижу. Залпом записываю. Ну, я очень ждала эту игру, и у меня прям охота в нее погрузиться с головой. Надеюсь, у тебя такие же ощущения на эту тему. И можешь подписаться, чтобы вместе со мной продолжить данное приключение. А пока до новых встреч!